Отстань, я и так сижу на измене. Это вы еще какое-то версионирование. Хоть этот Так, код успели телефон. написать, уже хорошо. Ладно, если захотите мне что-то сообщить, вам некуда даже это сделать, потому что все Мы, если уведомления что, уже в выруганы. эфире, да? Да, мы в эфире. Ну, мы в эфире, но пока, ребята, у нас проверка аппаратуры. 2 секунды. То есть те последние 1,5 часа, что мы сидели наедине вне Мы эфира, мы не только могли что проверить собрались. Паш, микрофоны. привет, кстати. Паш, Алексей, привет. Да, всем привет. Привет. Кто здесь? Темпорологолики, вы здесь? Так, ну 2 зрителя- это Кирилл и Игорь. Уже хорошо, неплохо. Но это единственное, для кого мы хотели Нормально. и показать все. Все остальные Это хорошие зрители. я тоже зайду, чтобы было 3. Давайте все зайдем. Уже вот 3. У меня инет не вывезет, сорян. А что у тебя с интернетом? Что он не Ну, вывозит? он грузинский. Так, Уже ребята, я 5 тоже зашел, человек. 5 зрителей. Где все вообще? Отзовитесь в чате кто-нибудь, кроме Кирилла и Игоря. Код О, отзовется уже сейчас. 7. Подожди, ждем еще 2 минуты, потому что как раз все подтягиваются потихонечку. Вот ЦРМ, ЦРМ для НКО. Наш О, уже человек. 9. Отлично. Во, пошло, пошло. У кого шум? У Алексея, что ли? Это я клацаю по кнопкам. Я только что шумодав настроил. Я просто по кнопочкам Ага. клацаю. Rockin' Stone! Короче, ребят, могу сказать так. Сколько бы мы ни сидели, не готовились, этого времени недостаточно. Я думал, что мы тут за 1,5 часа вообще сейчас целое какое-нибудь enterprise решение разработаем. Нифига. Даже только конфиги успели поправить. Не, мы все это enterprise решение написали за последние 5 минут. 20 минут. Сколько? Зато на Go написали. Час 45 мы сидели, тупили, и 5 минут последние писали все остальное. Это как в университете. Год ходишь, ну, диплом за год до начала написания тебе дали, и в последний день, в ночь ты начинаешь писать свой диплом. В Иван, в часах, часах наверное, ориентируемся на час. Но по факту будет 3. придет Валера, будет 6. А придет Дима Елисеев, так можно вообще тут... Как есть видео на Ютубе, где там этот лайв бесконечный, там 100 часов лайв эфира, это про нас. Так, ну у нас уже ближе к Ну, 20, можно стартовать. Всем привет, ребята. Паша, расскажи, что мы сегодня будем делать. Будем ли что-то делать вообще сегодня? да, всем привет. Последний стрим было очень много запросов на то, чтобы показать что-то адекватное, во-первых. Во-вторых, многим интересно было посмотреть, как выглядит распределенный workflow, ну или вообще распределенное выполнение задач, когда у нас не один сервер, а много серверов. И третье, прям настоятельно просили о том, чтобы мы показали, как работать с разных языков, насколько будет отличаться работа, какие могут быть нюансы, и вот это вот все. А бонусом, ну, то есть у нас будет сегодня, мы запустим workflow сначала на одной машине, потом покажем, как сделать так, чтобы несколько машин обрабатывали, ну, какие-то сервера обрабатывали одни workflow, другие workflow, или activity, кто-то workflow, как можно переключить, имея два сервера, которые могут выполнять
сначала одному дать работу, потом остановить его работу. Например, что мы переезжаем с Пыхи на Go, чтобы мы бесшовно переехали, ничего не сломали, ничего не переписывали при этом. И в конце бонусом будет еще Temporal Cloud. Ну, хотя, почему бонусом? Мы вообще решили сегодня все делать на Temporal Cloud, который Алексей нам бесплатно предоставил сегодня поиграться. За счет компании бесплатно предоставил, да. Да, единственное, что... Да, вот Кирилл спрашивает, зачем переезжать с Пыхи на Go? Смысла нет, но это для тех, кто до сих пор этого не понял. Разница между Temporal Cloud и обычным сервером Temporal, то, что тот, во-первых, облачный, во-вторых, он поддерживает API-ключи, обычные их не поддерживают. Ну, я имею в виду, если self-hosted решение будет разворачивать. Там есть дока и примеры, как это обходить, но это придется делать руками. Вот. Так. Ну что, начинаем? Вроде основную мысль я рассказал. Кто будет начинать? Как обычно, меня первым бросите в Конечно, котел. Паш, я переписываю код, то, что было сделано на Laravel, на спираль, так что ты пока Таня, у тебя займись есть своим что делом. добавить или как? Ну, ты еще обещал вообще в целом рассказать, что такое распределенная система. У нас обучающий канал, Да. и, возможно, кто-то этого не знает. Да, тогда можно шарить мой экран, наверное. Я уже подготовил здесь все и вся. Я сегодня буду рисовать мышкой, что-то я забыл. Просто то, что у меня телефоны есть. Если экран расшарили, то скажите, а то я... Да, уже расшарили Всё. экран. Мгм. Так, ребят, всем привет. Сегодня мы будем смотреть вообще, еще раз посмотрим на архитектуру того, как приложение взаимодействует с Temporal. Вот у нас будет наше основное приложение, буква А, Application, и наш сервер Temporal. И, соответственно, допустим, у нас в нашем приложении, вот я его тут обозначу, внутри него есть какие-то workflow и есть какие-то activity. И, допустим, мы решили запустить в этом приложении наш workflow. Как это будет? Ну, то есть мы знаем, что у нас код лежит здесь, activity тоже лежит здесь, но по факту, когда наше приложение, мы ему говорим, запускай какой-то workflow или activity, происходит это так. Мы идем в Temporal, и Temporal говорим, запускай workflow или activity с определенным именем. И Temporal, соответственно, смотрит в нашем окружении, кто может обработать этот workflow и activity, кто его может, ну, собственно, запустить и выдать результат. Делает это тот, кто, собственно, при запуске, ну, при подключении к Temporal, это делает тот, кто ему говорит, что у меня, например, есть какие-то activity. То есть мы, когда запускаем наше приложение, мы всегда с запуском шлем информацию о том, что вот у меня есть activity и workflow с таким именем, ну, с определенными именами. Соответственно, когда мы отправляем запрос, он видит, что наше приложение может их выполнить, и он ему отправляет запрос на выполнение. Соответственно, в какой-то момент времени мы можем сказать, что у нас в workflow, ну, появляется второе приложение, вот Application 2, и он при подключении тоже может сказать, что у меня, ну, представим себе, что у нас есть приложение, ну, есть два workflow. В целом мы делаем какую-то систему парсера CSV файлов, и у нас есть workflow, который запускает парсинг, и есть activity, которые уже обрабатывают наши чанки или CSV файл. Вот, соответственно, условно их они могут располагаться как вот на этом сервере, либо если мы говорим, что
наше приложение мы можем запустить несколько реплик, соответственно, эти workflow у нас в одном инстансе и в другом инстансе. И если они оба регистрируют у себя, что они оба содержат эти одинаковые workflow activity, temporal, соответственно, один говорит «запусти», temporal смотрит, что есть два, и он начинает либо балансировать, либо еще как-то, и раскидывать, запускать то здесь, и, в общем, между ними будет задача шарить. Потом у нас появляется проблема, что самих CSV файлов становится много, парсить становится их сложно, и мы решаем, что workflow у нас это одно приложение, а Activity – это другое приложение. Соответственно, мы отсюда этим приложением можем сказать, что temporal мы регистрируем только workflow и можем обрабатывать workflow, а какой-то activity или даже часть activity мы можем обрабатывать, а часть activity с другими именами может вот этот зарегистрировать. И, соответственно, когда он начнет работать, он будет видеть, что вот этот обрабатывает часть activity, и те activity, что он может обработать, они будут уходить сюда. Таким образом, мы получаем распределенное выполнение workflow одного, нескольких и так далее. То есть может быть сколько угодно. И Temporal начинает оркестрировать нашими приложениями и раздавать им задачи. Таким образом мы можем сделать прям очень хорошую распределенную микросервисную архитектуру, в которой у нас может быть даже такая ситуация, что у нас есть Temporal Cloud, к примеру, облачное решение, которое доступно из интернета. Подключаемся мы сюда с помощью API-ключей, и у нас есть, допустим, земной шар. Где-то здесь у нас вот это в одной стране находится, вот эта часть может находиться в другой стране, что там, Европа у нас есть, и в третьей стране могут находиться у нас, там, не знаю, другие activity, и все они будут связаны вот этим темпоралом. Вы можете свой поднять, настроить какой-то приватный канал между ними и также работать. То есть здесь проблем никаких нет. И тут сразу хочу сказать, что для тех, кто думает, что это супер сложно, мы сегодня собираемся показать, что это очень легко сделать, вот такую распределенщину. Для этого вообще нужно минимум усилий. Минимум усилий, ладно. Да, не знаю, что еще добавить. И теперь, наверное, можно пойти на практике, либо какие-то вопросы, может, и есть у Алексея, Дани, у кого-то. Покажем, как это легко сделать, но мы не смогли. Да, не смогли, но сейчас будем в эфире стараться повторить свой неуспешный опыт. Пока что отличная презентация. Вообще все красиво нарисовал, тем более. Давай, я думаю, на практике сейчас это будет еще более Да, понятно. Можно давайте. будет... Ты не удаляй эту диаграмму. Мы когда сейчас все это покажем, в конце это станет еще более понятно. Мы к ней вернемся. Да-да-да. И все встанет на свои места. Окей. Что мы делаем? У нас сегодня достаточно простой workflow. Это парсинг CSV файлов. Вы когда-нибудь вообще сразу, пробовали Паш, парсить? Да. Сразу посмотри размер шрифта, всем ли видно масштаб. Кстати, уменьшился. Вот. Ставлю. Бывает, наверное, холодно. Ага. Да. Было холодно, шрифт уменьшился. Да, что мы сегодня делаем? У нас есть очень простой workflow, это парсинг CSV файлов. То есть в наш workflow приходит некая ссылка на S3. Почему на S3? Потому что, во-первых, мы делаем распределенную систему, и мы можем вот здесь сейчас немножко порисовать. Вот, допустим, у нас есть приложение, наше приложение, и к нам приходит некий вендор и говорит, вот вам мой CSV-файлик на 10 гигабайт, и мне его нужно распарсить. И что нам с ним делать?
То есть если мы его положим, этот CSV-файлик в наше приложение, это будет, что никакой распределенщины мы здесь не можем получить. И поэтому мы его можем залить сразу в наш S3 облачный, где будет лежать этот файлик. И дальше мы должны, соответственно, запустить некий сплиттер, то есть 10 гигабайт распарсить тяжело. Хотелось бы, чтобы мы, допустим, парсили несколько файликов, каждый из них, допустим, по 100 мегабайт. То есть 10 гигов разделить на 100 мегабайт, я не знаю, сколько это будет, наверное, где-то, сколько это, 1000 маленьких файликов нам нужно распарсить. Но распарсить 1000 маленьких может быть быстрее, чем 1 большой, потому что мы можем 1000 распараллелить. Соответственно, мы должны запустить здесь некий сплиттер, который сходит в S3, возьмет этот файлик, разобьет его, то есть он его разобьет и сюда вот эти чанки положит. Здесь появится 1000 файликов. А потом, соответственно, у нас будет некий парсер, которому мы даем уже ссылочку на вот на каждый чанк. И он должен вот этот чанк конкретно распарсить и куда-то в базу сохранить. И таких парсеров мы запускаем, там типа 1, и у нас их будет парсеров запущено параллельно какое-то количество, и в итоге там до 1000 дойти. Теперь давайте попробуем это в нашем workflow описать. То есть что у нас в первую очередь мы делаем? Мы должны запустить сплиттер. Сплиттер я заранее уже написал. Он ничего не делает толком, потому что нам нужно быстро показать. Его задача просто сказать, что вот у нас есть либо от 10 до 1000 чанков рандомное число, и он нам возвращает вот такие пути. Так, здесь мы можем даже вот так вот сделать. Chunk y CSV. Окей. Норм. Давайте его запустим. То есть мы берем наш workflow, берем нашу activity. И так, здесь самое главное, напоминаю, что нужно обязательно опции указывать. Так, options. Правильно ли я это сделал? Да, правильно, но почему? Запятую забыл. Вот. Так, это Activity Options. New. Обязательно мы должны указать один из тайм-аутов. Я обычно указываю, что там, тайм-аут какой? Start to close тайм-аут. 10 минут. Мы считаем, что наша Activity может за 10 минут сделать такой сплит. Если вы не уверены, что за 10 минут можете засплитить, ставьте, допустим, 60 минут. Я думаю, что за 60 минут он справится. То есть у нас в workflow приходит S3, мы его в сплиттер передаем, он нам возвращает здесь ссылки на наши чанки. Вот, он нам вернул ссылки. Тут немножко давайте пройдемся по тому, как мы возвращаем список наших чанков. Это массив, и их может быть там 1000. Соответственно, из Activity вернуть массив, вот так вот, array, будет хреново. Таким образом можно вернуть только строки. Если вы хотите возвращать какие-то объекты, то лучше возвращать всегда DTO-шку. В этой DTO-шке мы помещаем массив чанков. И у Temporal на PHP есть атрибут Marshall Array, в котором мы говорим, что за тип данных будет каждый элемент массива содержать. В нашем случае это будет DTO-шки CSV chunk. Вот мы здесь можем посмотреть, что вот мы эти DTO-шки здесь создаем. И мы всегда возвращаем DTO-шку. Вообще обмен DTO-шками – это лучший выбор. Даже вот обычно строки здесь тоже стараются DTO-шками возвращать, потому что DTO-шку проще расширять, чем список аргументов. Может, Игорь вам там в чате ответить. Он любит такие вещи делать. И мы помним, что хоть мы здесь и возвращаем тип
CSV chunk, в workflow к нам всегда придет promise. Поэтому мы здесь вот еще такие ретерны возвращаем в virtual promise CSV chunk. И хоть здесь и promise, мы можем, соответственно, здесь какие-то дальнейшие действия делать, вот как вот эту цепочку действий. То есть вот здесь нам придет чанк, допустим, мы можем then сделать, потом опять then. Ну, те, кто с промисами работал, знают, что это такое. Хорошо, вторым действием, вот нам пришли чанки, теперь нужно разбить их на батчи. То есть мы их, так, batch size. Мы, допустим, хотим параллельно по 10 activity с парсером запускать. Ну, допустим, вот мы сделали. Так, парсер chunks. Chunks. Мы берем наши чанки, которые вернули, и разбиваем их на батчи по 10 штук. Вот. Ну и теперь запускаем наш цикл. Вот наши чанки, мы их прогоняем, и дальше нам здесь нужно запустить обработку параллельно всех задач, всех чанков. Для этого мы используем promise all. Когда мы используем promise all, он как бы все, что в него положили, он принимает на вход массив и параллельно выполняет те задачи, которые в него переданы. В нашем случае мы берем парсер, ну, activity парсинга, мы ее можем вынести, кстати, вот здесь. Парсер. Так, инициализацию мы вынесли. И теперь говорим, что мы запускаем парсер, парсим мы чанк. У нас парсер на вход что принимает? Так, activity. Вот, он на вход принимает наш чанк, DTO-шку, и здесь что-то в базу складывает. И мы здесь еще показали, использовали самые новейшие разработки Laravel Lottery, что в 95% случаев у нас парсится хорошо, в 5% случаев у нас activity может упасть, ну, типа, что-то пошло в ней не так. Там памяти не хватило, не знаю, распарсить не смогли. И, соответственно, часть вот из этих парсеров будут падать. Тут есть такой нюанс, что если мы хоть одна activity в promise all упадет, то упадет весь promise. Соответственно, нам нужно здесь добавить поддержку, что если наш workflow, activity падает, парсинга, сюда придет, соответственно, что у нас придет? Сюда придет ошибка, наверное. Да, придет ошибка, и у нас будет информация по нашему чанку. Блин, кстати, вот здесь я что-то... ну ладно. Вот так вот. Здесь, соответственно, мы можем достать... Сейчас я вот этот момент немножко не продумал. CSV chunk. Это chunk. У нас же тут массив будет. Мы, соответственно, берем вот так вот. И мы, допустим, делаем здесь переменную с ошибками. И ее тоже вот сюда вот по ссылке передаем. И вот записываем ошибку в errors. Какая музыка приятная играет. Ну, вот типа такого. То есть, и дальше мы можем... спасибо. Здесь вот дальше мы можем обработать, либо перезапустить те, что упали, исключительно их перезапускаем и что-то там делаем. Ладно, кстати, здесь было неплохо вот так вот все-таки сделать chunk и error. Хорошо, в целом наш workflow готов. То есть разбили большой файл на части, и потом батчами эти части пошли обрабатывать. Давайте батч у нас по 10 штук. Ладно, в целом нормально. Алексей, как ты думаешь, мы можем теперь запустить и проверить, что у нас все работает? Попробуй, запусти, проверь.
Почему бы нет? Сейчас я попробую. Сейчас я все задачи выполняю на своем локальном компьютере. И здесь нужно... вот смотрите, еще один момент, который нужно уточнить. У нас есть такое понятие, как task queue, очередь, где это будет выполняться. Так, здесь я сейчас уберу, чтобы мы здесь не объясняли такие вещи сложные. И попробуем это запустить, и потом начнем усложнять. Так, выглядит как все. Я еще раз проверю, все ли я зарегистрировал. Можно переключать, наверное, на Алексея экран. Так, подключился к Temporal Cloud. И дальше запускаем парсер. Так, а мне отрубиться не надо? У меня тут сплит там крутится, ничего страшного. Все нормально. Ничего страшного, все хорошо. Да, Алексей. вот мы на красивом интерфейсе Temporal Cloud. Я надеюсь, всем все видно. Есть всякие интересные инфографики. Есть такое на on-premise решении? Нет, такого нет, жалко. Я бы хотел. Да, тут можно позарегать много всего. Давай посмотрим на наше workflow. Ты уже что-то запустил? Я не знаю, Похоже, наверное. только что-то запускал, да? Судя по времени. 29 минут. Давай посмотрим. 5 страниц всяких активностей. Давай так, перезапусти, пожалуйста. Мы сейчас просто в новый зайдем. Давай. Это я всегда. Пожалуйста. Это все наши тщетные попытки подготовиться к стриму. Вот у нас что-то запустилось, что-то работает. Так, у нас, я вижу... Сколько у тебя батчей? По 10 activity? Да. И каждый батч ты ждешь, и потом запускаешь следующий. Да. Да, то есть 10 activity отработало, и видно, вот как лезть ступеньками, они идут по 10 штук. Получается, мой компьютер... Workflow. Да. Сколько у нас здесь получилось? Давай вот найдем, где сплиттер. Вот у нас старт. Вот сплит. Да, и сколько мы сейчас обработали activity? Блин, а тут, наверное, сейчас хрен посчитаешь. Надо какую-то ты переменную не делал, вводить. Да, общий каунт какой-то? Каунтер не делал? Игорь предлагает батч в отдельный workflow вынести, но наша задача была не усложнить, упростить, поэтому... можно, кстати, добавить, чтобы... Хотя, ладно, будем считать, что у нас где-то... Блин, хочется прям... 492 Давайте элемента у нас. пока двигаться так же. 492 задачи выполнились параллельно очень быстро. Что дальше? Мы теперь хотим... Все, наверное, можно обратно на меня переключать. У нас теперь возникла проблема, что мой компьютер... Давайте увеличим теперь не от 10 до 1000, а сделаем от 1000 до 10 тысяч. Но, скажем так, теперь я не один хочу это делать, а я хочу, чтобы мне помогал, например, Даня выполнять эти задачи. Даня, закинь-ка ты еще, сможешь? Паш, await, точнее, sleep закинь в activity по длине, если там нету слипа. У тебя комп не вывозит на парсинге, можно пару секунд накинуть. Мы бесконечно будем выполнять. Окей, ладно. Не Паш, ты хочется предлагаешь сейчас... сплит мне сделать, да, чтоб? Но есть проблема, я не разбираюсь в пыхе, у меня только Go. Нормально? Тогда давайте быстренько сейчас обсудим некоторые нюансы, чтобы мы понимали, какие у нас есть стратегии вообще. Смотрите. Так, я что, уже закрыл свой... Сейчас у меня же, да, экран? Да. Смотрите, когда у нас есть приложение, вот наше приложение, и есть у нас Temporal. Как по умолчанию, если мы ничего не настраиваем, когда наше приложение регистрирует,
Activity и Workflow, оно регистрирует все это task default по умолчанию. Соответственно, то есть несколько приложений, если они выполняют разные задачи, они не могут содержать одинаковые task. Ну, то есть, условно, если у нас есть приложение App1 и App2, это просто очень важно понимать, здесь нужно... И вот это, например, запускает Activity 1. Ну, я имею в виду, что у него... Ну, либо там Activity Hello запускает, а вот это запускает Activity World или какой-нибудь, давайте, Split. Вот. У них две разные Activity, но мы забыли и поставили им одну и ту же task дефолтную. Мы об этом не подумали, мы не знали, неважно. Что произойдет, если вот наше приложение 1 говорит temporal, вызови Activity Hello для меня. И когда мы передаем сюда название hello, если мы не передаем, не говорим, какую task использовать, какой task hello запустить, мы автоматически подразумеваем, что она вызовется в task default. Вот. И суть в том, что когда какое приложение заявило, что у него есть task с определенным именем, подразумевается, что все задачи, все activity, все workflow, которые то есть все, что мы хотим запустить в task default, неважно с каким именем, он будет считать, раз ты зарегистрировал task default, то ты можешь все, что в дефолт отправляется, допустим, вот этот говорит, что хочу запустить сплит в дефолте. Вот. И temporal, ему будет без разницы, кто зарегистрировал hello, кто зарегистрировал split, он будет видеть, что у обоих дефолт есть, и он может сказать, а вот ты выполни hello. Вот так вот. Он не будет разбираться, есть оно здесь или нет. Он скажет, выполни и все. Поэтому самое важное правило, что если activity либо workflow, то есть, как бы, если мы хотим, чтобы, что у нас разные workflow и разные activity, они должны всегда содержать уникальные task. То есть каждый application может содержать множество task своих, но главное, что если другой в такой же task не содержит такой же workflow или что мы там хотим зарегистрировать, он просто то есть ему придет в любом случае эта задача может прийти, он ее не обработает, и workflow может упасть. Я сейчас покажу, как это выглядит на примере нашего кода. Вот у нас есть парсер. Давайте возьмем сплиттер. Вот есть сплиттер. Чтобы сказать, что он вызывается в определенный task мы вешаем атрибут assign worker и говорим, что вот это activity регистрируется в task splitter. Когда мы запускаем workflow, мы здесь говорим, что мы запускаем вот этот activity splitter в task splitter. Правильно же я назвал? Splitter. Если мы не указываем, то вот это activity он будет запускать в дефолтный task. И, соответственно, ее никто не обработает. Мы должны явно указывать, в какой task ее отправить и в какой task она будет обрабатываться. Вот так вот. Соответственно, если я теперь запущу, допустим, мы сейчас запустим два приложения. У нас будет приложение 1 и приложение... Вот так, здесь вот 1 и приложение 2 здесь. Этот скажет, что он сплиттер. А этот скажет, что он дефолт. То вот в сплитинг будут все сюда уходить.
Мы можем здесь даже, ну, для тех, кому интересно, сразу могу сказать, что мы можем здесь периодически их менять. Допустим, одну запускать в одну таскию, другую в другую, и они будут там типа по разным серверам размазываться. То есть мы здесь можем балансирование делать от запуска наших задач. Ну, то есть прям вот, допустим, вот здесь вот мы парсер делаем не переменный, а вот сюда вот добавляем, и здесь вот всегда говорим вот все, и здесь как-то раунд-робином, не знаю, раскидывать по двум разным таскию задачи, их будут разные сервера обрабатывать. Так, ладно. Мы заранее Даня, насколько я знаю, он очень хорошо на Go пишет код, и поэтому он на Go написал сплиттер свой и сказал, что он готов помочь нам и обработать вот 10-гиговый файлик. Как мы будем его запускать? Смотрите, тут тоже есть несколько стратегий. Первая стратегия описать его код классом, создать класс и на него навесить атрибуты. То есть вот этот и вот этот. Второй вариант, что если мы не хотим так делать, мы можем создать здесь workflow, так, new untyped activity stub, и здесь мы закидываем просто опции наши. И дальше мы говорим, что нам нужно сделать execute, и сюда мы указываем команду. Ну, то есть, как я говорил ранее, что когда мы указываем наши вот эти атрибуты, получается, вот здесь у нас будет это префикс для нашего activity, допустим, здесь CSV splitter, здесь будет split метод, вот так вот. Когда мы указываем, например, в workflow, что мы хотим заэкзекьютить split и сюда передать путь до S3, так, ну вот так вот можно это сделать. Как это выглядит с точки зрения PHP класса? То есть мы здесь делаем префикс пустой, а здесь говорим, что вот метод этот называется split. Когда мы будем регистрировать этот класс в temporal, соответственно, вот такое имя и будет. Ну, будет как бы... эта штука зарегистрируется как функция с именем split. Вот. В temporal нет такого понятия, как классы, методы и так далее. У него есть такое понятие, как функция. Можно это назвать как лямбда-функция, то есть одна функция имеет одно назначение и название. И будет у него просто вот функция с именем split. Все. Workflow мы сделали, это сделали. Так, task-view, Даня, у тебя, надеюсь, сплиттер стоит? Да, давай еще мой экран потом покажем, чтобы я продемонстрировал, Да, что здесь я, происходит. Здесь, кстати, нагляднее будет, менее абстрактно все это выглядеть, и, возможно, народ еще больше поймет. Да, я предлагаю тогда с меня переключаться, и когда все будут готовы, я буду запускать. На кого мы переключаемся в первую очередь? Я сейчас Даню включил. Мы видим Давай, код давай. на Так, каком-то давайте немножко ужасном расскажу языке. здесь кое-что от себя. Так, ну если что, у меня Господи. запущено всё. Смотрите, ребята, здесь на самом деле все более наглядно видно. Вот у нас есть клиент, мы подрубаемся к temporal серваку. Соответственно, у нас облако, у нас тут также есть токен. И вот здесь у нас нет никакого workflow, мы с вами только регистрируем activity, как раз то, что Паша рассказывал. То есть вот они, регистрация двух activity, split, функция split, как раз то же самое, что было на PHP. И еще один дополнительный, это hello, который просто отображает hello from Go. Вот такая штука. Паш, Опять-таки, а ты добавь этот... task queue у добавь нас этот hello workflow. Извини, сплиттер. И вот что интересно, если бы я здесь оставил дефолт, то, что Паша рассказывал, и у Паши там крутится в своих дефолтах, temporal мог бы отправить что-то из этих activity ко мне, а у меня их, получается, нет. У меня здесь только сплит. И как раз возник бы тоже конфликт. Правильно я говорю? Меня слышно? Да-да-да, Да. я прокапил. Даня сказал, что здесь мы используем task-view splitter,
Это уникальный task для нашего гошного воркера, который будет обрабатывать все сплиты. И, соответственно, он ее занял, и больше ее быть ни у кого не должно. Соответственно, я на PHP теперь должен, ну, как бы Подожди, еще убрать... моменты есть. У меня Мгм. у самого возникает вопрос. Смотри, ну, вы не ответили то, что я рассказывал. Сплиттер у нас как раз используется для того, чтобы, если бы это был дефолт, activity, которые зареганы в дефолте, например, у Паши на PHP, они бы могли попасть ко мне в Гошку, и, соответственно, Да, все выпала бы верно. ошибка. Поэтому мы как бы их разделяем. То есть а, разные машины, на которых зарегистрированы activity, имеют разные queue. Э, Да, вот тут И вопрос задали. здесь, Ну ладно. сейчас подожди. Вот сплит это, в принципе, то же самое, что было на PHP, только в Go-версии. Ну и в целом вроде все. Можно Да, вот тут смотреть. вопрос задали. Если отправить не в тот task, Temporal нам как-нибудь подскажет об этом. Он скажет, что типа вы запустили какой-то workflow или какой-то activity, но нет обработчика. Ну, он просто скажет, что в такой task нет такого, ну, activity с таким именем, либо workflow с таким именем. То есть там будет очевидно, что не туда ушло. Давайте Либо теперь упадет, temporal скажет, что и типы не запускаем. Или поддерживаются. как? Таня, ты у себя запустил? Да, у меня запущено. Кстати, еще знаешь, какой вопрос? Вот смотри, у меня, получается, зарегистрирован сплит в TaskQueue сплиттер. И у тебя также в твоем инстансе зарегистрирован в TaskQueue сплиттер свой сплит. Правильно? У нас, получается, сейчас две activity одинаковые. Так, это я просел, интересно. Это Паша думает или он завис? Так, Паша, значит, завис. Леха, перехватывай. Так, а что перехватывай? Вопрос. А давай я, кстати, поясняшку пока. Я просто вот Ну, то, что ты вы вопрос говорили. понял? Да, вопрос понял. Сейчас у нас тут. Так, это кто ты? Ты на экране, да, сейчас? Я просто поясню еще раз, а то мне, если честно, не очень было понятно, как вы рассказали эту штуку. У нас есть worker. Вот worker, мы его можем сказать, что это просто сервис, да, какой-то на PHP. Есть еще один такой же сервис на PHP, и вот они оба подписываются на какую-то task. Допустим, это может быть дефолт, да, наш дефолт. То есть вот так вот. То в этом случае, если у них есть task default, их набор workflow и activity должен повторяться. То есть не должно быть вот такого или там вот такого, да? Потому что Temporal смотрит дефолт, и он может вот этот workflow 2, ну, попросить выполнить на этом воркере, а его тут нету. И поэтому, если у нас стоит задача вынести из пыхи, например, вот у нас есть этот сплиттер. Сплиттер ведь там у нас... Он у нас был... О, Паша вернулся. Он у нас был на дефолт task, и мы хотим это вынести в гошку. Вот, то, ну, во-первых, мы в гошке меняем... Ну, мы не можем его просто взять и так чик вот сюда перенести. Или продублировать просто. У тебя Ну, обсидиан не потому по что... центру, это нормально? Да, это нормально. Я могу вот так вот по центру Не, сделать. подожди, продублировать теоретически можно. Но мы должны все продублировать. Все, что в этой Да, ты пропустил. Ты пропустил. Я как раз говорил, что не должно быть вот такой ситуации. Вот такой, например. То есть мы либо А, полностью все дублируем на гошку, либо мы переименовываем task в какую-нибудь другую task, выносим сюда этот сплиттер, и у нас уже под этой новой task будет конкретно сплиттер, например. И все, то есть вот это сет. И никто больше не сможет там повторить эту task с другим набором, там вот с таким, например. всегда любил Да. Алексея за его возможность правильно объяснить. Так, Спасибо, Алексей, Алексей. если у нас Поэтому, две одинаковые да, task с одинаковым набором,
Да, и Как он будет поэтому балансировать. вопрос Дани сейчас, да, Ему пофиг. у нас появился сплиттер TaskView, Даня написал на Гошке сплиттер, но у Паши тоже есть на Пыхе сейчас сплиттер, вот этот Activity. Вот в этом вопрос, да, Паш, ты ведь не удалил assign worker Нет. свой? Не удалил, значит, у нас сейчас будет либо Гошка, либо Пыха. А, то А есть он если мы будет хотим просто отдать видеть, приоритет? Вот временно мы хотим отдать приоритет, чтобы всегда была Гошка. Выключи Пыху. просто, просто пыховским приложением тебе не нужно регистрировать эту activity. Мы же в конфиге указываем, что мы хотим зарегистрировать, а что не хотим. Ты просто берешь и в конфиге ее комментируешь, и все, у тебя Гошка выполняет теперь. Давайте запустим уже. Да, у Да, вот Павла так. кончились Сейчас токены. мы можем закомментировать наши activity, и у нас тут будет только workflow. Так, Паш, ты запускаешь, я запускаю UI-ку. Это что, это запущено Так, уже? сейчас я вот Это уже что-то старое. запускаю, и пошел процесс. Все, давайте, проверяйте. Так, у нас что-то Вот, это, померло. кстати, Это, Паш, у тебя, наверное. скорее всего. А у меня, кстати, прошли Hello и Split. А сейчас мы посмотрим. А Так, у нас я, кстати, запустился думаю, что workflow. здесь, что у Дани просто структуры возвращаются без типизации. И, соответственно, он STD... Ну, тут, по сути, можно либо STD-классы принимать, Подожди, либо Паш, их как-то это... ты в своем коде, сейчас мы вернемся, давай посмотрим workflow, я тебе скажу, что сделать. У нас запустился workflow, сам workflow, код workflow запустился у Паши, мы видим вот тут identity booster. Дальше запустилась hello activity, она сказала hello from go, то есть только что мы запустили activity на Гошке, хотя вызвали из Пыхи. Ну вот результат этот же самый. Так, и пошло-поехало, да? Как в том меме. Это у нас что? Это у нас снова к workflow мы вернулись. И запускается Activity Split. Activity Split у нас вот здесь. Кто у нас Даня на уже. макбуке? На макбуке Это у нас Даня. Даня, да. Identity макбуковский, Данин. Вернулась. Не будем считать сколько. Короче, он засплитил нашу CSV-шку. Дальше мы вернулись к нашему workflow. И у нас получился фейл. Вот есть ошибка. Давай-ка, Паш, мы на тебя переключимся и посмотрим, как мы можем это исправить. Давайте. Сейчас я... Где твой буду экранчик? сейчас мне диктовать код. Сейчас. Ты экранчик зашарь только. Я здесь. Угу. Все видно? Угу. Да. Сейчас подрасшакалится. Да, Все, вот подрасшакалилось. наш hello. Смотри, в методе execute. Подожди, не прыгай никуда. В методе execute есть второй параметр? Там, где ты запускаешь сплиттер. Вот, return type. Давай, точно. Return type указывает туда просмотрел. класс. То есть мы говорим, что return type у нас что там? Вот этот вот, как вот там, CSV chunk. Чик. Наверное, заработает, надеюсь. Ничего, я тут все правильно сделал, да. Не знаю, зачем я это сделал. Так, соответственно, я теперь перезапускаю себя в workflow. Я так понимаю, что он там в ретраях сейчас висит, да? Можно переключаться с меня и смотреть. Давай посмотрим. Ты перезапустился, да? Он уже зафейлился. Workflow зафейлился, наверное, Давай по ресет какому-нибудь сделаем.
Retry Давай policy. ресет на сплит вернем. Так, это у нас, чтобы знал, какая, да? Это у нас... Кстати, давай лучше сделаем по-другому, Алексей, потому что Так, нажимая на молнию вверху, где там молния есть, мы этой штукой часто пользуемся теперь. ты Или имеешь в здесь виду нельзя какую тогда молнию? сделать? А что ты хочешь? Так, а здесь как будто запустить workflow как этот, повторить его. Вот, мы можем запустить заново такой же workflow, и он автоматически сюда подставляет типы, входящие данные. Ну, давай старт. Кстати, Всё. вот этот user metadata, это новые поля, которые в последней версии SDK появились. Ну, то есть в пыхе это тоже есть. Я так Мгм. понял, я Давай, не успел показывай нам нажать workflow. на workflow. О, и он тоже зафейлился. А может, он у кого-то другого запустился, потому что... подожди, я Так, неправильный он же говорит, элемент. нету свойства Это не chunks. моё. Я не то подставил. Все, сейчас я перезапущу, теперь должно заработать. Сори. Ты, наверное, чанк указал, да? Я- Надо было Да, да, батч или да, что да, там? да. Что-то А такое. надо, ну, Другой chunks, класс. chunks, все верно. Чанкс. Ты перезапустишь или я? Не, давай запускай. Давай здесь интерфейсом пользоваться. Я люблю через него это делать. И надеюсь, я правильно написал. Третья попытка. Посмотрим, увидим ли мы это где-то там. Давай. Мгм. Ну вот, пошли Кажется, наши понеслось. чанки. Так, я поставлю это на паузу, и мы посмотрим, где мы можем вообще юзер метадату увидеть. Видимо, только фиг знает где. Так. Так, мы можем сделать быстренько query метод для тех, кто хочет понять вот такие вещи. Давай, я на тебя переключаю. В принципе, мы выяснили, что Гошна у нас часть запустилась. Правильно? А как Да. ее распаузить? Как play нажать? Он уже закомплитился, все. Давайте последний момент, который можно сюда добавить. Кому интересно все, уже можно рассказывать. Да, и мы тебя смотрим. Ага. Смотрите, в прошлый раз мы обсуждали то, что workflow у нас может содержать сигнальные методы. Это когда мы извне в workflow можем отправлять данные. Также здесь мы можем делать query методы. Например, total chunks мы хотим получить и знать, сколько там вообще у нас чанков. Все query методы, они помечаются атрибутом query метод. И он должен вернуть нам, допустим, return count these chunks. Таких query методов может быть сколько угодно. То есть, и они могут возвращать, по-моему, JSON serializable данные тоже. Ну, в общем, там можете посмотреть, поиграться. Что нам нужно еще сделать? У нас нет такой перемены. Давайте declare сделаем. Это у нас будет array, пусть будет. И мы Да, сделай просто CSV теперь... chunks или что? Ну, ты вот, хочешь chunks. состояние, я Да, понял. вот. Все, вот у нас есть переменная, в ней мы храним, допустим, не хочет подсказки. Ну ладно, не хочу типизацией заниматься. Вот мы сохранили в нее все чанки, которые пришли. Здесь мы можем получить количество и можем вообще, ну ладно, сигналы не буду делать. Можно тут делать, чтобы по сигналам на следующую итерацию даже переходил. Все, давай теперь я перезапускаю, Подожди, и мы смотрим. Стой. Мгм. А ты изменяешь количество этих чанков? Вот ты сделал Нет. state, this chunks. Он же... ты ну мы хочешь можем, кстати, total. да, давай вот, там, не знаю, можем сделать Ну, теперь private пускай это будет total. int, Ну, как типа это осталось. сказать? Total
to finish. И мы здесь говорим, что вот у нас, допустим, this total to fetch равно count. Так, это у нас парсер чанков. Сколько чанков нужно обработать. И здесь мы после каждой итерации его уменьшаем. Вот так вот, наверное. Не Не так. знаю, как Подожди, правильно. тебе это надо в промисы засунуть. Где у И тебя? убрать read only. Зачем в промисы? У нас Где у промис тебя? отработал, мы сделали -1. Все верно. И делаем Не-не-не, подожди, новый. Ну, ты сейчас на каждую группу будешь минусить. Это же группы. Ну да. Да, на каждую группу. Ну, то есть у нас будет условно Мгм. 100 групп. Ну, будем группами, потому что сейчас долго будем писать этот код, а хочется что-то быстренько. Все, вот у нас total to fetch, total chunks. Можно запускать и смотреть тогда. Все, я запустил. Можно переключать на Алексея, и я запускаю со своей стороны парсер. Офигеть ты шустрый. Ну, погнали. Все, я запустил. Так, мы переходим на страничку Queries. Всего чанков у нас 345. 30 групп осталось, 29. Вот. Как интернет у нас медленно твой работает, нифига не успеваем увидеть. Total to fetch. Все время мимо. Во, Мимо 24. 24, я могу Ну, я озвучивать. имею в виду, что ты так быстро нажимаешь, что интернет не успевает между кадрами, и все время видим. Ну да, вот видим, что у 19. нас работа идет. Ну, видно прям даже, как работает. А теперь, я думаю, что я сейчас код переписал немножко, и Алексеев код будет немного несовместим, но мы можем его также подключить к работе, и у нас будет 2 инстанса, которые все это будут обрабатывать. Все, что им нужно сделать, это просто запустить свою копию. Смотри, Паш, только что я из мастера подтянул workflow под, если он актуальный, наверное, Я сейчас могу актуальный. сделать коммит у себя. Подожди, я сделаю коммит на всякий случай. И что я сделал? Я его взял и скопировал в спираль. И вроде как настроил все коррекции. Можем hello from spiral увидеть. Мы можем у тебя запустить парсер. Вот, я у себя парсер уберу, ты у себя оставишь парсер, и, соответственно, я буду только workflow обрабатывать сейчас, и мы будем по identity видеть, кто что обрабатывает. Только у тебя парсер надо убрать, этот application failure, иначе он у тебя всех зафейлит, и все. Да, я сделал. Я Вот хотел видите. так втихаря к вам между вами втиснуться и А, hello from а, spiral прилить потихо. Так, Окей. можно ли информацию о том, что Activity отработал, хранить прям в workflow, или лучше, чтобы Activity сам об этом заботился? Что за информацию? Так, давай посмотрим. Это выведи на экран вот это, наверное. Я так понял, что нужно ли Activity заботиться о том, что он корректно отработал. Ну, об этом будет заботиться Temporal. Если он не отработает, там есть ретраи, и можно заретраить его работу. А если он отработал полноценно, то Это уже не, заботиться Паш, не нужно. это не то. Это тут вопрос в том, что у нас, если в Activity Идемпотентность, что-то наверное. отрабатывает, если у нас в Activity что-то отрабатывает, то нужно ли нам в Activity идти в базу данных и где-то там в табличку закидывать state типа я отработал, или мы все-таки в workflow это в this там Activity completed, я не знаю зачем, но Давайте вот так дождемся пояснения просто, не будем гадать. Да,
Ну, я понял Ну, так. скажем так, если вопрос в том, что хранение стейтов, то workflow, то, что внутри него даже в property, в переменной мы сохранили, оно никуда не пропадет. Если про идемпотентность, то, скорее всего, это если activity выполнялось, у нас что-то упало. Так, у меня что-то То есть, померло. Наверное, где-то я У что-то тебя да. property не потерял. хватает with activity. Или у Тебе кого-то. workflow здесь не нужен, тебе нужен только activity же парсера зарегистрировать. Все остальное же можно А, тупо убрать. я понял, это вот в этом, да, дело. Ну, давай я закомменчу его. Нет, не в нем, так. Это я что-то в конфиге, наверное, правил и не доправил. Ну да, я тут хотел кое-что сделать, чтобы только Activity, добавить опцию, чтобы запускались только Activity, а workflow игнорировался. Ну окей, я запустил. Значит, я у себя еще раз останавливаю. Парсера у меня больше нет на моей системе. Есть только workflow. У Дани сплиттер, у Алексея парсер. Ну, запускаю с боком вас всех. А пока запускается, можно про идемпотентность пару слов добавить. Нет, Сейчас Temporal посмотрим, что бесплатно. зафейлилось. Если не запускать в облаке, то все нормально. Подожди, так парсер у меня все, я понял проблему. Можешь терминейтить, наверное, потому что я не добавил task-queue. Какая там у нас должна быть task-queue? Сейчас я ее найду. Так, Как раз парсер улетел ко мне. CSV парсер должна быть. CSV парсер парс. Да, у тебя есть assign worker на task-queue? CSV парсер Стоит у ли? меня нету. Я понял, это улетело ко мне, но у меня в методе не было точки. Вот этого, короче, у меня не было. Оно, видимо, ко мне улетело. Так, Да, вот, нет, hello там from еще Spiral. оно в дефолт улетело. Нет, я про что говорю? Вот есть identity hello from Spiral. Нет, он не в дефолт. У меня есть CSV парсер, но у Так оно меня не стояло у нету, меня. У меня нету task-queue вот это не этого. стояло. Все, давайте, я еще раз запускаю. Все Вот готовы? так оно должно было быть. Не-не, подожди, все Все нормально. проверю. Я сейчас, Паш, объясню. Ты запустил вроде как все хорошо. Так, это у нас... Вот просто смотри, Activity ушла ко мне вот сейчас, да, и упала. Но потом она, скорее всего, где-то Алексей, она не перезапустилась. могла к тебе уйти, потому что task-queue, у тебя стоит task-queue CSV парсер. Да. Если стоит, то у меня ее не стояло. У тебя Поэтому дефолт убери был? лучше CSV парсер убери с точкой из интерфейса Activity и из метода тоже, потому что у меня их нет нигде. Ну, на всякий случай, чтобы ничего не было одинаково. Все, я запускаю тогда. Можно смотреть. Task.io остается CSV парсер, правильно? Да, все верно. Подожди, Все, перезапущу. мы ждем. Так, стопэ, Так, как я не выглядит в том проекте был. цепочка? Подожди, я не в том проекте был. CSV парсер activity. Да, все нормально. Все так и было. Все, тогда запускаем. И должно уже отработать. Вот цепочка рассуждений, что ты принимаешь решение, мол, тут уже temporal нужен или сидим на мессенджере. Но мессенджер – это обычные таски, которые тебе желательно, чтобы не... Ну, то есть, когда тебе не нужно сложный бизнес-процесс выполнять. На мессенджере ты можешь... на мессенджере ты можешь просто вот таску кинул в очередь отправить письмо и забить на нее. А если мы говорим про temporal, то у тебя есть, представь, процесс регистрации пользователя. Например, тебе нужно создать клиента в базе данных, тебе нужно отправить ему email с верификационным токеном, тебе нужно
дальше создать для него какую-нибудь компанию, не знаю, либо команду, ну, я имею в виду team. Дальше тебе нужно, допустим, какой-то визард, чтобы он прошел. И вот у тебя этот процесс, он сложный. Ты не сможешь мессенджером все это сделать так, чтобы оно легко читалось и гарантированно отработало. Еще и observability, вот как здесь ты можешь зайти и посмотреть, какие у тебя задачи выполнились. Мы сейчас вообще от job у себя в принципе отказываемся в проектах, и у нас все это temporal. Да, вообще вот Да, Наверное, любые, стоит ну, то просто вообще есть сказать, даже что от... это в целом же разные вещи. Workflow и как бы месседж-брокер. Там ты какую-то таску выполняешь, здесь у тебя workflow, процесс, там через какое-то время что-то еще запусти, еще. То есть совсем другая тема. Вот тут пишут, кстати, что ты на каком-то стриме говорил, что темпоралом можно вообще мессенджер заменить. И, видимо, отсюда ноги растут. Мы, например, у себя письма, уведомления клиентам тоже через Temporal сейчас отправляем, потому что, ну, как минимум, мне вот говорит кто-нибудь, приходит и говорит, что, чувак, у нас что-то письмо не ушло. Я иду в Temporal, сразу смотрю, есть ли там отправленное письмо. Если есть и оно упавшее, я смотрю причину, почему упало. Если отправилось, то, ну, я ему говорю, вот, есть письмо, может, у клиента какая-то проблема. Мне не нужно да, сидеть и руками имплементить логеры или еще что-то. то есть вот такой observability хрен вы на джобах получите. Вот сейчас мы зашли и видим identity, то есть это название моего компа, моего сервиса, так сказать, моего пода. Я его задал вручную, но оно и автоматически неплохо задается. То есть мы знаем, где запущено, мы знаем, какой был input. Если бы был тут результат, мы бы и output знали. Можно зайти в какой-нибудь зафейленный workflow и посмотреть, как оно вообще фейлится. Куда тут нажать-то? Ну вот оно. То есть вот фейл последний, пожалуйста. То есть тут можно просто посмотреть stack trace. А по логам это все собирать, это капец. То есть вот можно посмотреть input, фейлуры, call стеки, все видно. Мне нравится. Если у тебя в сущности уже появилось явно выделенное состояние, ты джобами вот двигаешь по графу переходов, то привет Temporal. Да. Если ты хочешь, чтобы у тебя это все было отказоустойчиво, ты хочешь контролировать из одного описанного какого-то workflow, то привет Temporal. Вообще, workflow может быть что угодно, даже одна какая-то простая маленькая задачка. Temporal помогает сделать, Temporal может там в секунду обрабатывать несколько сотен тысяч workflow. Главное, чтобы твои воркеры успевали все это обрабатывать, а так пофиг ему. Делай. Вот, кстати, сейчас мои парсилки пыжатся. Мы их сейчас У меня напряжем еще. 10 активитей, запущено activity Сейчас, если воркеров, и вот они Алексей пыжатся. убежит со стрима, значит, пошли выполняться процессы. Что-то у тебя медленный Да, компьютер, я там сейчас 10 workflow кто-то запустил у тебя. И интернет медленный. На самом деле, меня интернет не вывозит. И вот мы можем видеть, как это эффектится. Вы, наверное, видите, с каким FPS у меня едет мышка. Это капец. Да, там кто-то... Если сейчас... Запусти, Паш, или Дань, запусти что-нибудь там, эти воркеры, чтобы они разгребли это побыстрее. Это капец. Кстати, сейчас да, я у можно... себя запущу, давайте. Можно зайти. У меня-то Это у быстрый нас что компьютер. за... Можно еще и Даню подключить, помочь Алексею обработать все это дело. Да, смотри, ты не соврал, вон сколько ты этих запустил. Зачем? Надо было вообще всем установить приложение, чтобы все в нашем стриме сегодня поучаствовали в обработке парсинге задач.
Вот мы с вами Кстати, только что Будем сделали в прямом криптомайнить. эфире распределенную систему а-ля блокчейн. Можем сидеть майнить. Кстати, смотри, Паш, что получилось. Сейчас, наверное, у Дани как раз устаревшая версия Activity, и они тайм-аутятся, У меня и вообще PHP не запущен. это кто? CSV парсер парс. Это чей? А, это мой. А почему он падает? Хрен знает почему. Так, ну, по идее, все показали. А про идемпотентность, Алексей, можешь пару слов сказать, потому что ты у нас в доках Что? шаришь темпорала. Про Про идемпотентность, идемпотентность Activity? да, все верно. И объяснить, что это такое для тех, кто не понимает до конца. Что такое идемпотентность? Ну, вот давайте рассмотрим. Это наш код. Это такой блоки кода какие-то. Я как-нибудь сейчас сделаю так, чтобы оно сильно отличалось. То есть это наша Activity. Я прям подпишу Activity. У меня нету такого крутого навыка, как у Паши, писать это все карандашом. Я, конечно, могу попробовать. Не надо. Не на- Да, до Паши далеко. И что такое идемпотентность? Это способность кода работать одинаково? Нет. Нет, это способность кода при перезапуске не повторять то, что уже было сделано. Я правильно говорю, Паш? Я просто на реакцию твою смотрю, ее нет. Так я ссылку скидываю человеку про автоскейлинг воркеров, а она что-то никуда не доходит. Да, у нас какая проблема с Temporal и вообще с любой системой? Проблема в том, как они гарантируют нам то, что задача выполнится ровно столько раз, сколько нужно. Например, один раз. Мы Activity говорим, запусти Activity. Блин, нифига себе. Говорим, запусти Activity, и она должна отработать один раз. Но как это гарантировать? Потому что у нас может возникнуть такая ситуация. Есть Temporal, есть вот наш worker Activity, тут вот Activity работает, он говорит, запускайся, она начинает работать. Такая работает. А потом сеть просто ломается. И Activity не может дать обратную связь о том, что она отработала. Но по факту она отработала, и какие-то данные в нашу базу данных уже записала. То есть действие сделано. Но сказать об этом она не может. Temporal думает, что Activity сдохла. Вот она, оп, и сдохла. Он ее перезапускает. Там вообще машина взорвалась, все, ее нету. Все сгорело. Никто никогда не узнает, что она отработала. Но если у нас Activity не идемпотентная, как-то оно, да, наверное, звучит так. Если мы не соблюдали идемпотентность в написании Activity, мы снова пойдем по этому кругу, снова там запишем что-то в базу данных, или там все упадет по дублированию ключа primary key. Короче, неидемпотентный код не отработает два раза так, как безопасно не отработает два раза. У нас могут задублироваться записи, законфликтовать записи. То есть идемпотентность это Алексей, важно. но в твоем примере же результата никакого не было, если говорить про идемпотентность. Ты же не Нет, нет, Так сохранил. дело не в результате. Мы же могли перевести деньги на счет клиенту в Activity, и, соответственно, у тебя деньги перевелись, и сервак упал. Он не успел Temporal'у сообщить, что он деньги перевел. И в этом случае у нас пошла повторно запускаться Activity, еще раз перевести деньги.
То есть мы можем 2 раза списать. Идемпотентность, она про то, что мы должны уметь такие ситуации обрабатывать. И для... Ну ладно, Алексей, продолжай. Нет, ты правильно Что... говоришь. Я просто был не Ну, я готов к к тому, этому что... вопросу. Ну, Ладно. давай. И, соответственно, когда мы... Ну, чтобы решать такие проблемы, по сути, есть всякие идентификаторы а-ля Operation ID. То есть мы вместе с запуском Activity посылаем какой-то дополнительный идентификатор, который мы в своей базе данных фиксируем. Допустим, переводим клиенту деньги и говорим, мы переводим эти деньги для такого-то Operation ID. И, соответственно, когда в следующий раз Temporal захочет перезапустить эту activity, в ней будет тот же самый Operation ID, ну, Вы сейчас идентификатор нашей говорите же операции. просто про бизнес-логику. То же самое, как вы делаете и без Да, темпорала. ну, это что идемпотентность как сохранить. То есть ей Возможно, он будет спрашивал, как заниматься уже... берет ли на себя как-то эти процессы темпорал. Ну, получается, нет. Вы А также как ее он может занимаетесь взять? Он не может самостоятельно. взять. Ну, Да, тогда Даня, я не видишь, ты знаю, здесь самый какой мудрый смысл этот оказался. вопрос был обсуждать. Он к Нет, темпоралу не имеет просто отношения. объяснить людям. Темпоралу нет, но они говорят о том, что мы должны со своей стороны сами соблюдать идемпотентность, если у нас есть какие-то операции, и показать людям о том, что, ну, рассказать вообще, что это такое и как в целом с этим работают. Ну, я, например, до этого стрима не знал, что это такое. Вот Алексей объяснил, я теперь могу как профессионал объяснить другим. Я не знаю, правильно ли я написал. Вот effectively once, да, это та гарантия, которую дает Temporal. То есть это как нам нужно запустить один раз Activity, например, да, и Temporal ее запустит один раз, ну, если он видит это, да, то есть, как мы говорили, если машина отвалится, то видимость этой машины, ну, ее нет, все. Она вне поля видимости Temporal. Это с любой системой может такое произойти, то есть тут просто идемпотентность. И второе, что я обычно рекомендую, это атомарность Activity. То есть если мы вот посмотрим на Activity, и у нас тут что-то происходит, например, давайте 2 блока сделаем. То есть у нас здесь какая-то логика. Ну, то есть мы там что-то делаим, да, и потом это сохраняем в базу данных, к примеру. Мы это сделали, ну, то есть просто любое действие, да, там абсолютно любое действие, которое отвечает нашему бизнес-процессу. А в конце мы такие, мы это сделали в одной транзакции. То есть это у нас транзакция. Вот, это транзакция. Это правильный подход, то есть вот мы сделали все в одной транзакции, но внезапно у нас в конце мы такие решили, а давай типа в логер отправим данные о том, что мы закончили эту activity чисто там для дебага или еще что-то для кого-то, чтобы просто, ну, наблюдать, что activity действительно отработал, ну, хрен знает зачем, если в Temporal это можно поглядеть. Мы решили в логер еще записать. Но что произошло? Здесь у нас все сохранилось, а на логере внезапно упало. Ну, я прям говорю, кейс из жизни. То есть ко мне пришел человек, говорит, какого хрена у меня вот как раз вот этот конфликт ключей происходит. То есть activity еще была не идемпотентная, во-первых, а во-вторых, не атомарная. Он говорит, что за фигня, я вот постоянно вижу, что дублируются ключи в темпорале, вижу, и типа что-то не работает. А все потому, что у него просто логер в конце падал. Он обрушивал всю activity. Поэтому стараемся, если мы даже что-то логируем, стараемся это делать атомарно. То есть, не знаю, заворачиваем в try-catch и только на этом, ну, после try-catch делаем там commit транзакции, а внутри try-catch мы логируем и все остальное делаем. Вот про атомарность. Павел?
Спасибо, Алексей. А, Насколько я понимаю, мы уже все, что хотели рассказать, рассказали. Если есть у кого какие-то еще вопросы, вот тут был вопрос, куда ходить с вопросами про Temporal, кроме доки и ChatGPT. У нас есть телеграм-канал. Я думаю, что если Даня в описании к видео приложит, будет круто, куда прям ходить, Можно еще в чат задавать кинуть. вопросы. Да. А, Паша, мы Ну и версионирование как-то там покажем сегодня или уже не будем? Нет, я думаю, что версионирования хватит. Там мы любители затянуть стрим. Давайте лучше подготовим нормальный пример. И тут еще есть вопросы про версионирование пейлоудов для долгоживущих workflow. И я думаю, в следующий раз мы можем как раз эту тему и затронуть. Мне кажется, будет правильнее. Тогда подождем еще вопросики интересные, если будут. Я про то, куда идти с вопросами, еще добавлю, что в чатик в наш, ну, по PHP точно стоит идти, если вы PHP SDK юзаете. Но если вы юзаете другие языки, то лучше идти в официальный Slack. Ну, то есть мы там все равно сидим, я там отвечаю на вопросы, но зачем вам ломать на ломаном английском что-то, долго ждать ответа от меня, если можно в чате телеги быстрее это спросить. То есть приходите в телегу или в Discord Spiral. Там на русском языке можно задать, получить ответ. Но если это по другим языкам или по DevOps, то, скорее всего, не надо нас отвлекать такими вопросами. У нас есть один вопрос от Кирилла Лобанова по поводу Roadrunner. Я так понимаю, про автоскейлинг. Заходишь в доку Roadrunner, и там в левом меню в разделе PHP Worker есть подпункт Auto Worker Scaling. И там все описано с примером конфигурации, как конфижить автоскейлинг. Ссылку в чат кинуть, сори, не наш этот канал, поэтому не публикуются ссылки. И второй вопрос по поводу работы Temporal. На какой сервис идет основная нагрузка? Нагрузка идет сразу много куда. Во-первых, все наши воркеры и активити, их кто-то выполняет. Это наше приложение, поэтому на него идет нагрузка, ну, когда мы делаем полезную работу, там, типа декодинг видео и все такое. А сам Temporal, он работает, ну, он отвечает за оркестрацию, за то, чтобы следить за всеми таймерами, историю сохранять и все такое делать, следить за нашими воркерами. Поэтому у него больше такая нагрузка оркестрационная и работа с историей. Но там есть всякие эластики или еще что-то, что можно, между чем будет размазываться нагрузка. Но Temporal, он сам по себе сервер, он использует базу данных для хранения всех данных, и вот он эту базу будет немного поднагружать. То есть если прям запустить очень большой, ну, много workflow сразу, то будет видно, как он с этой историей будет базу насиловать. Ну, в этом нет ничего страшного. Еще раз, разработчики Temporal говорят, что можно там до 200 тысяч в секунду, условно, обрабатывать workflow, ну, вернее, Temporal может обрабатывать. У него есть скейлинг, есть масштабирование, ну, там, типа, горизонтальное, может, вертикальное, и, соответственно, все эти вопросы решаются. Ну, если будет сложно решать и видите проблемы, есть Temporal Cloud. Платите за эти выполненные задачи. Я забыл, как они их там называют. Ну, тоже неплохой вариант. А если в Activity ходишь в другую систему, она лежит, Retry Temporal поддерживает. Temporal поддерживает все. Это полностью решение под ключ, которое дает и Retry, и бэков коэффициенты. Мы сами можем выставлять, сколько вообще Activity может ждать даже от начала запуска, вот сколько она может висеть, ожидать своего запуска, сколько она может выполняться. Ну, то есть можно вот
все вопросы, которые только касаются ретраев, надежности и всего остального, это все из коробки есть. Да, Даня, не забудь про бусти всякие сказать. Activity дебажить, вот уточни, пожалуйста, как дебажить Activity. Activity — это обычные сервисы, которые работают с базой данных и со всем остальным. Можно тупо хоть тестами покрывать. Workflow уже тестирование, мне кажется, мы в прошлом стриме обсуждали. И, соответственно, там можно эту информацию получить. Так, как вернуть генератор из Activity? Генератор, Никак. наверное, никак не вернуть. Это уже понятный вопрос, от кого. Это наш главный конкурент. Делает свой temporal. Поэтому у него там, наверное, можно генератор возвращать, а у нас еще нельзя. Да, Влад, если хочешь про ограничение temporal рассказать, приходи и рассказывай, потому что ограничения есть на разных уровнях, там, допустим, размер портобаф пейлода, там есть ограничения, которые конфижатся тупо в... Как он там, этот файл называется, забыл. Короче, многие ограничения конфижатся, но есть железные ограничения, типа размера истории максимального, размера пейлода и прочее. Если у тебя есть что-то Так, конкретное, пиши. тут я предлагаю еще пару вопросов и заканчивать. Вот есть вопросы, можно ограничить максимальное количество параллельных workflow, можно зайти в Google и набрать temporal max concurrent workflows. Можно как workflow, так и activity ограничивать. То есть мы этой штукой периодически пользуемся, что у нас есть сервера, на которых мы запускаем такие очень тяжелые задачи, и мы ограничиваем там на один workflow за раз, чтобы отрабатывал. Поэтому да, Да, это вот. можно сделать. В Дискорде Вот всякие. Я показываю просто всякие конкуренции настройки. Так, подождите, у нас главный вопрос, будет ли Станислав с прошлого стрима? Кто-то ради него пришел. В следующий раз его позовем. А вообще позовем вас обоих и дадим вам возможность пообщаться. Всем спасибо. Так, все получается по вопросам. Так, ребята, я ссылки кинул на Бусти. И еще раз напомню, есть такой журнал в мире PHP, на который никак не можем накопить. Плюс 300 рублей за последние полгода. Были очень крутые выпуски, давайте все-таки сделаем это. И если среди нас есть люди, которые работают, закидывайте. Так, еще я призываю всех не забывать хотя бы ставить лайки. Мы работаем за лайки. Это наш второй заработок. Я каждый вечер подсчитываю количество. И было бы круто, если также поставили лайк Temporal SDK, который разрабатывает Алексей, который посерединке на экране. И этот человек, который делает жизнь лучше для всех PHP-шников, и он очень переживает, что лайки вообще никто не ставит. Я как-нибудь выложу статистику по звездам на гитхабе, вы расплачетесь. Так что Ну и стриму круто. ставьте лайки и подписывайтесь. Чуть-чуть осталось до 15 тысяч. Там 10 человек, давайте, ребят, поднатужимся. А то смотрим и не подписываемся вообще. Несправедливо. Да, все, всем спасибо. В следующий Спасибо, раз пока. история. Всем пока. Всем пока. Или версионирование, какая история. Версионирование, да. История про версионирование.